Груднички, маленькие детки представляют для нас очень трепетная, важная часть жизни каждого молодого родителя, поэтому хочется найти с ним времяпровождение полезное, нужное, интересное, качественное, действенное. Бассейн, с одной стороны, он отпугивает родителей, потому что это вода, не все умеют плавать, не все любят эту воду, перемещаться нужно куда-то, и, боже мой, бывают какие-то ужасы по санитарным нюансам. Вот это все, с одной стороны, очень беспокоит, настораживает, но на самом деле само по себе нахождение маленького ребенка, где у нас повышенная тревожность по этому поводу, в бассейнах это безопасно, потому что это решается не справкой вопрос, а обработкой воды, и поэтому безопасное нахождение в воде, и даже пары, которые, в общем-то, тоже как бы следствие отрицательное, но они являются фактором, который предотвращает передачу всякой неприятной микрофлоры. Вода является уникальной средой с точки зрения чего? С одной стороны, она дает нагрузку на весь организм, на мышцы, на связки, на суставчики. С другой стороны, она гасит лишнее движение. То есть очень сложно, практически невозможно сделать что-то неправильное. То есть вода все немножечко сгладит или усилит. Вот в этом смысле она полезна. Моя программа строится каким образом? Значит, у нас есть упражнения для малыша пассивные, где родитель занимается с ребенком, двигает ребенка. Есть упражнения для малыша активные, где мы создаем условия, чтобы малыш включал свои движения, координацию движений, усилия в этой среде, тем самым укрепляя, развивая свои системы. Верхом полезности в воде является задержки дыхания, потому что задержки дыхания, во-первых, только в другой среде, попадая в другую среду, малыш может естественно сделать вдох и задержку дыхания, тем самым развивая органы отдельные, легкие, сердечко, головной мозг за счет нового осознанного навыка. И задержки дыхания влияют на иммунитет ребенка, меняют формулу крови, сдвигая ее в щелочную среду. Что такое щелочная среда, можно поинтересоваться самостоятельно, что это такое для организма. У нас есть разминка, где мы все вместе с малышами, малыши делают движения на все группы мышц. Затем у нас упражнения на задержку дыхания, мы учимся, как мы это делаем, то есть я рассказываю, на что обращать внимание, на дыхание, то есть из азы учу родителей, на что концентрировать свое внимание, в чем проявлять внимание и наблюдательность. Так, и потом уже методы могут быть разные, погружения. Так, и упражнения, отдельный блок у нас упражнения на развитие координации движений, баланса, потому что баланс это тоже развитие головного мозга. У детей, у малышей головной мозг не просто растет в объеме, он растет качественно, то есть формируются связи, то есть мозг, условно говоря, становится качественнее. То есть мы создаем такую базу, скажем, для дальнейшего. Вот такие моменты основные, которые мы делаем на занятии. Факт ныряния всегда вызывает беспокойство и ажиотаж. Погружение ребенка, как долго можно, как часто можно. Сама по себе задержка, она несложная. То есть, опять же, это встроено в каждом малыше. Это обычный рефлекторный процесс, как глотание, движение, задержка дыхания. Просто малыши редко попадают в такие условия, где они вынуждены, естественно, задерживать дыхание. Поэтому вызывает напряжение. И как бы мы должны этому учить? Просто нужно правильно включить родителя и правильно развивать. Конечно, я как человек, рожденный в воде, потому что я как бы плавала всегда, нельзя сказать, с какого возраста я начала заниматься плаванием. То есть я занималась и с маленького ходила с родителями в бассейн, скажем, в 70-е годы не было так широко развито движение, груднички, и вода, и бассейн. Но, тем не менее, мы попадали в бассейн и плавала, и потом это плавно переросло в занятия, в спортивную школу, в сборную команду Украины, и в институт физической культуры, спортивная школа Олимпийского резерва, где я работала, где мои детки были чемпионами Киева и в дальнейшем Украины. Поэтому я могу сказать, что мне сложно объективно сказать, что вы знаете, все сюда, все в бассейн. Но на самом деле это очень важно, потому что в бассейне развивается много движений, которые на суше не включатся, если рассматривать вот именно грудничковое плавание.
Координационно плавание является уникальным видом спорта. Почему? Потому что в плавании необходимо следить за дыханием и за движением. Там, где идет контроль над дыханием и нужно выполнять движение, это называется сложная координация. Поэтому, как бы не хотелось простенько научиться шевелить ручками-ножками, если вы это делаете не на задержке дыхания, это не плавание. Потом плавание, вот именно это движение, контроль над дыханием и движение с дыханием. Поэтому оно является уникальным в этом смысле. И плюс само движение, плавание является единственным видом спорта, ну, наверное, бобслей еще, наверное, я так скажу, единственным, но где движение происходит в горизонтальном положении. Вот это тоже интересно. И, скажем так, плавание – это базовый, скажем, вид спорта, который должен иметь каждый ребенок, потому что, хотим мы или нет, суша является только частью на нашей планете. Все остальное пространство заполнено водой. Ну, можно, я как бы иронизирую, но, тем не менее, любой человек, горожанин, попадает раз в году на водоем, хотя бы раз в году. И умение плавать, ну, как минимум, необходимо для навыка, который должен предостеречь от ситуаций опасных на воде. Вот с этой точки зрения это важно. И плюс мамы, которые попадают в бассейн, очень многие приходят сюда, потому что она не умеет плавать, она чувствует эту ущербность, она хочет сделать так, чтобы у ребенка этого комплекса не было, чтобы ребенок умел, знал и получал удовольствие от времяпровождения около воды или в воде. Лично у меня вот такой водобоязни вообще нет, то есть я не боюсь никакой воды, ни холодной, ни темной, ни морской, ни пучины. То есть это качество меня просто переполняет, вот эта свобода, легкость и удовольствие. Плавание должно стать базовым умением каждого ребенка.